И снова здравствуйте, мои дорогие зрители. По моим ощущениям, эта неделя гораздо более оптимистична и радостна по сравнению с предыдущими. Другими словами, сегодня будет достаточно хороших новостей. Хотя из-за раннего гриппа появилось много болеющих. В том числе и я вчера, видимо, на мероприятии подхватил какую-то заразу и сейчас себя чувствую не очень хорошо. А мне еще все это нужно будет монтировать, чтобы новости вышли точно по графику в понедельник. Так вот, из-за раннего гриппа в больницах введен масочный режим и ограниченное время посещения, а в некоторых отделениях посещения так вообще запрещены. И вообще, если чувствуете себя не очень хорошо, у вас есть характерные симптомы, по возможности сидите дома и читайте наши новости в телеграм-канале. Ссылка на него в описании. Начнем с покрытого тайнами русского поселения в Которском муниципалитете. Я рассказывал о нем в предыдущем выпуске. Теперь информацию о поселении Агентство национальной безопасности засекретило. Почему? Не знаю. Но пересказывать вам версию ОБС, то есть когда одна бабка сказала, я не буду. Как появится официальная информация в местных СМИ, я обязательно расскажу. В Черногории запущена первая ИИ-платформа Nexus PR. Единый умный календарь событий для средств массовой информации и организаторов. Платформа бесплатная, можно зарегистрироваться как участник или как СМИ. Я зарегистрировался, указал и почту, и телефон, и все варианты уведомления о событиях. Но с 4 декабря по сегодняшний день из 20 ежедневных событий, которые проходят в Черногории, мне ничего никуда не пришло. Надеюсь, это не потому, что календарь такой умный, он верит в меня, думает, что я и так все знаю, поэтому нечего мне присылать какие-то там анонсы и пресс-релизы, а потому что это просто стартап, и он требует времени и инвестиций в раскрутку. Не знаю, зайдет ли Nexus PR или про него без этих инвестиций скоро забудут, но вот появившаяся возможность подачи электронных заявлений в кадастр – это очень нужная, своевременная и удобная услуга, учитывая сверхсжатые сроки для легализации недвижимости. Жалко, что сроки решили не увеличивать, хотя многие просто физически не успеют приехать в страну и подать документы. А еще очень бы хотелось, чтобы банки имели возможность онлайн задавать вопросы. А то, чтобы просто спросить что-то, приходится идти в банк, стоять там 2 часа в очереди на улице. Я на этой неделе вот так 4 раза ходил. Только в очереди я потратил весь рабочий день. Эх, если бы всех айтишников, которые приехали сюда 3 года назад, пристроить на госзаказы по цифровизации сервисов, вот бы преобразилась бы Черногорушка. Из аналоговой на бобинах стала бы передовой цифровой державой. Но стране такие мигранты, как оказалось, не нужны. На этой неделе арабский миллиардер Мохаммед Алабар встретился с 6 десятками владельцев земли в Ульцне, чтобы обсудить планы аренды земли на 99 лет. Говорят, разговор был конструктивный, позитивный. Правда, конкретных соглашений не было, но договорились посидеть еще раз. Глядишь, попьют так кафу раз 10 и появится на великой плаже что-нибудь эдакое. А вот жители Будвы вышли на протест, поскольку не согласны со сносом туристического комплекса Славянска плажа. Главный страх их – реализация проекта МК-группы, который предусматривает снос почти 2000 гостиничных номеров и строительство на их месте кондо-отелей и апартаментов. Кондо-отель, если подзабыли, это когда номера принадлежат не одному владельцу, как в отеле, а разным. То есть каждый может купить себе в нем номер или апартамент и получать доход от сдачи его в аренду. Правительство Черногории распродает служебные автомобили через аукцион по смешным ценам. Например, стартовая цена на Fiat Punto 2000 года всего 166 евро, а на Mercedes ML63 AMG 2009 всего 7000 евро. Какими станут цены по итогам торгов, конечно же, я не знаю, но к торгам допускаются все желающие, кто оставил заявку в запечатанном конверте и внесенным залогом в размере 10% от оценки. А, кстати, неплохая идея. Допустим, набралось на одну машину 10 человек, которые внесли по 10% от стартового взноса. Это уже как бы цена безубыточности, то есть та цена, за которую хотели продать изначально. Плюс к ней приплюсуется цена итоговой продажи, плюс наверняка какой-нибудь налог заплатит победитель торгов. И в любом случае государство останется в выигрыше, потому что продало все хорошо, и покупатель купил хорошую машину по такой не очень высокой цене. Но я так надеюсь, потому что бэушная машина в Черногории – это еще тот котяр в мешке, а уж казенная, так, наверное, и подавно. Если кто-то из вас участвовал когда-нибудь в подобных аукционах, поделитесь своим опытом в комментариях, уж очень интересно. И еще одна новость на автомобильную тему. После нескольких месяцев ежедневных протестов жители Цетини решили больше не блокировать дорогу Цетини-Подгорица. Напомню, ее перекрывали несколько месяцев каждый день на 3 часа из-за того, что компетентные органы
не отреагировали необходимым образом на две трагедии, произошедшие в Цетине 1 января и 12 августа этого года. То есть ежедневными протестами жители Цетини требовали отставки определенных лиц, и они этого добились. Глава Центра безопасности покинул свой пост. И еще одна автомобильная новость. Один журнал опубликовал статью про то, что в Хорватии продается реплика Nissan GT-R, построенная на базе Ford Cougar. Цена весьма скромная за такой эксклюзив, немногим больше 7 тысяч евро. Причем тут Черногория, а при том, что построили ее мастера черногорского тюнинг-ателье Монте-Тюнинг. Хотя черногорцы из них, конечно, так себе, поскольку это такие же иммигранты из России, как и мы, которые переехали в Черногорию. А этот проект они построили еще несколько лет назад, о чем писал журнал «За рулем». Забавно, что под этой новостью в телеграм-канале поставили 1 лайк и 3 значка фейк. Интересно, в чем фейк? Что не настоящий геттер? Или что не черногорская компания? Или что-то еще не так? Неужели не хочется просто порадоваться за рукастых энтузиастов своих же соотечественников? Черногория обязана привести визовую политику в соответствии с требованиями ЕС. Это означает введение виз для 12 стран, которые являются важными источниками туристов, покупателей недвижимости и сезонных инвесторов. Минфин предупреждает, что из-за этого экономика может расти медленнее, чем прогнозируемые 3,2% в год, а доходы могут упасть. Напомню, итоги введения виз для граждан Турции. За месяц покинула Черногорию 9 тысяч турков и ежедневно закрывалась одна турецкая фирма. Итого за месяц минус 30 компаний, которые платили налоги, их работники что-то зарабатывали и покупали, с чего тоже платили налоги. А теперь их нет. И это только начало. И только визы для одной из 12 стран, кому нужны эти визы вести. В общем, есть вопросики. И они активно сейчас обсуждаются не только в фейсбуках, но и, к счастью, на самых высоких уровнях. И это радует. А вместе с этим и радует деятельность простых людей. Кто-то снимает ролики, кто-то выступает на ТВ, кто-то пишет письма в правительство, кто-то статьи в газеты, кто-то поддерживает местных производителей рублем, то есть евро, кто-то убирает пляжи от мусора. Кстати, о мусоре. Это вообще больная тема для Черногории. Здесь нет ни сортировки, ни переработки, ни самое главное культуры. Прийти на пляж с банкой колы или пива, оставить ее там же, это нормально. И если ничего не делать с этим, Черногория все дальше будет от своих декларативных лозунгов, что это страна, куда весь мир просто мечтает попасть. Кстати, что думаете по поводу туристического вектора Черногории на ближайшие годы? Возможен ли в ней массовый туризм, как в Турции, или наоборот что-то должно быть люксовое и эксклюзивное, по карману лишь избранным? Понятно, что при текущем состоянии инфраструктуры, природы, отношения к чистоте этот вопрос звучит смешно. Но есть разумные аргументы в пользу как раз второго пути. Просто потому, что массовый туризм страна не выдержит. Поделитесь своим мнением в комментариях, какой бы вы хотели видеть Черногорию эдак лет через 5-10. А пока вы размышляете, я расскажу о возобновлении строительства роскошного туристического комплекса в Тивоте. Катарский проект стоимостью 270 миллионов евро разместится на площади более 15 гектаров в глубине охраняемого пляжа Плави-Горизонты. Планируется 5-звездочный отель и виллы, построенные в средиземноморском стиле, но с современным дизайном. Власти Катара запускают общественные слушания о том, что построить в Кумбарском проливе. Мост или подводный туннель. Если бы это новость звучала как сферический конь в вакууме, это было бы круто. Власти собирают мнение людей, чтобы сделать то, что действительно хотят граждане. Но возвращаясь в суровую черногорскую действительность, где никак не могут закончить дорогу из Тивота в Будву, эта новость звучит просто красиво и эффектно. Особенно подводный туннель. И мне кажется, что его будет построить гораздо проще, ведь летом не будет жарко, зимой дожди мешать не будут. Опять же, тратить бюджетные деньги на экспроприацию земли не надо, дно же ничье. И еще один интересный проект скоро будет реализован в Черногории. На этот раз гастрономический авиационный. Рецепт такой. Купить старый самолет, который много лет стоял на запасной полосе аэропорта в Подгорице, открутить от него крылья и двигатель, перевести в новое место и превратить в тематический ресторан в стиле золотой эпохи Montenegro Airlines. Здорово! Побольше бы таких необычных проектов, связанных с культурой, историей, с рекреацией, здоровьем. И вот вам особый черногорский туризм. А то понастроили этих одинаковых человейников в Будве. Забавно, что в Черногории, кроме достижений зеленой энергетики, а я напомню, что в новом и уже третьем по счету ветропарке установили самый большой ветрогенератор в Европе, есть завод с эффектным названием Kalashin Energy, который занимается, чем бы вы думали, заготовкой дров.
А также есть угольная теплоэлектростанция в Плевле. После долгого простоя ее запустили, но там фактически сразу же сломалась система транспортировки шлаков, которую поставила и смонтировала китайская компания. Теперь ЕПЦГ, то есть основной энергетический оператор Черногории, официально потребовал от китайцев срочно приехать и все починить. Кстати, с 1 января, скорее всего, поднимутся цены на электроэнергию, поскольку Черногория присоединяется к европейским требованиям по выбросам вредных веществ. Сами понимаете, угольная электростанция частотой выбросов не отличается, поэтому вместо текущих 24 евро за тонну выбросов углекислого газа нужно будет платить больше. В Европе этот налог 80 евро. Возможно, и Черногория будет платить столько же. А учитывая, что электростанция в Плевле обеспечивает 40% электроэнергии страны, то очевидно, что за невозможность соблюдать экологические требования ЕС заплатит конечный потребитель. И вот странно, почему нельзя ставить солнечные панели на крыше? Или можно? Кто знает, почему не ставят, напишите в комментариях, почему не развита солнечная энергетика в Черногории. Но есть хорошая новость с севера. От Плевля до Подгорицы дорога стала быстрее на полчаса, поскольку открылась новая трасса. Стоимость 7,5-километрового участка дороги Вруля-Мияковичи почти 8 миллионов евро. Премьер-министр и министр транспорта подчеркнули, что дорога не только улучшит связь севера с центром страны, но и откроет новые перспективы для туризма и экономики. А вы знали, что судьба Японии зависит от правительства Черногории? Конечно, речь идет не о стране, а о деревушке на севере Черногории в муниципалитете Андреевица, где зимой живут всего 4 семьи. Чтобы деревня совсем не загнулась, при том, что она находится рядом с горным массивом Комови, туристическим местом, нужна политическая воля. И, возможно, она появится. По крайней мере, есть туристический проект, так сказать, японского дома. Я не нашел достоверных источников происхождения такого необычного названия, но парочку наиболее вероятных вам озвучу. Первое относится к русско-японской войне 1904-1905 годов, когда якобы жители деревни разделились. Одни поддерживали русских, а другие не поддерживали. Соответственно, со временем тех, кого не поддерживали, стали называть японцами, а их территории – Японией. Другая версия происходит от слова вроде «японус» или «жупанус», обозначающего жупан или краишник, то есть местного старосту или управителя пограничной области. Возможно, это название и закрепилось в средние века. Кстати, жупа не только означает местность в виде области, волости или округа, но и ямку или углубление. Так что теперь вы знаете, почему созвучная жупе часть тела называется именно так. Потому что там есть, правильно, ямка, я бы даже сказал, небольшой каньон. 16 декабря Черногория закроет 5 глав в переговорах с ЕС. Закроют бизнес, рыболовство, сельское хозяйство, экономическое право и капитал. Что это значит? Ускорится поток инвестиций и поток туристов. Откроется доступ к фондам ЕС для фермеров и рыбаков. Будет меньше бюрократии для бизнеса, вырастут зарплаты и уверенность в завтрашнем дне. Звучит все как предвыборные лозунги. Помните старый анекдот про такие же предвыборные лозунги, где политики обещали, что у нас все будет хорошо? Ну, обещали, выполнили. Они же не обещали, что у вас все будет хорошо. Незаконная добыча в русле Морочи украла сотни миллионов евро, вызвав 10-кратное падение водоснабжения побережья. Длительная неконтролируемая добыча гравия и песка в русле реки Морочи при предыдущей власти привела к катастрофическому снижению дебита источника Болжесестра, ключевого для водоснабжения Черногорского побережья. С 2010 года объем упал в 10 раз из-за разрушения защитных слоев. Это позволило девастаторам сговориться с чиновниками и извлечь сотни миллионов евро прибыли, а то и миллиард, подчеркивает глава регионального водовода Которское Приморье. Эта история не просто экологический скандал. Это тревожный сигнал о системных уязвимостях в управлении природными ресурсами, где дружественные связи подрывают основу устойчивого развития. Как это я завернул эзоповым языком, а? Черногория – мировой лидер по доступности семейного горнолыжного отдыха. Глобальное исследование, охватившее свыше 50 курортов, признало черногорские центры Калашин 1450 и 1600 самыми выгодными для однодневного катания. Взрослый скипас 25 евро, детский 16,5, а для четверых 83 евро, что значительно ниже европейских и мировых средних показателей. А если за эти деньги еще и будет возможность скатиться, то есть будет снег на горах, то это прям серьезная заявка на успешный сезон. Было бы очень здорово, если бы Черногория могла зарабатывать не только за счет моря летом на Приморье,
И раз в несколько лет зимой, когда природа одарит горнолыжные курорты снегом, но и в течение других зимних месяцев за счет использования искусственного снежения. Шаги в этом направлении делаются, и это очень здорово. И еще одна отличная новость. Черногория получает мощный толчок в обновлении своих железных дорог. ЕС уже вложил 30 миллионов евро и в ближайший год готовит еще 300, на которые переоснастит пути на дистанции Бар-Подгорица, где на некоторых участках сейчас скорость поезда ограничена 20 км в час. А в дальнейшем отремонтируют и другие участки всего пути от Бара до Белграда, постепенно доведя его до европейского уровня. Это 476 километров, которые сейчас поезд проходит за 12-14 часов. И есть шанс, что из Бара в Подгорицу мы будем когда-нибудь ездить вот на таких красивых новеньких электричках, любуясь роскошными видами Сутоморя и Скадарского озера. Сейчас в Черногории проходят почти каждый день какие-то предновогодние мероприятия, города украшают. На одном из таких мероприятий я побывал вчера, это был танцевальный фестиваль «Юденс», уже в 3-й раз собирающий русскоязычные танцевальные коллективы со всей страны. На этом все, не болейте и за свежими новостями переходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Ну и можете поддержать меня чаевыми через Т-банк, ссылка тоже в описании.